Дорогие друзья, у нас сегодня с Денисом интересное, прикольное блюдо. Денис, какое? Сегодня приготовим ризотто с грибами. Не просто ризотто, а вкусное С ризотто. какими грибами? Ну, явно не с теми, про которые ты подумал, как Да? возьмем сегодня шампиньоны и вешенки. Ну ладно. А так можно приготовить и с лисичками, и с белыми грибами, просто не сезон. Честно говоря, я про мухомора подумал. Мухоморы? Да. Я так и подумал. Так, ладно, с чего начнем? Ну, начнем с того, что раскроем секреты. Первоначально первый секрет в вкусном правильном ризотто – это непосредственно взять правильный рис. Это арборио либо канароли. Два вида риса, которые идеально подходят по содержанию непосредственно крахмала в этом рисе. Предлагаю раскрыть постепенно, поэтапно. Сейчас мы начнем подготовку. Я предлагаю нарубить 2 зубчика чеснока, предварительно их раздавив. Рис я чуть-чуть ополоснул и сбросил его на сито. Я тем временем нарежу репчатый лук. Их прямо в кашу, да? Да, чем мельче, тем лучше. Но основная задача, когда сейчас начнем обжаривать, не кидать их в первую очередь. Включаем сковородку, наливаем масло. Масло льем растительное, можно оливковое, просто дешевле растительное. Сколько? Все? Отлично, да. Отлично. Все. Верно сделали. Сделаем масло маленько ароматным, положим туда веточку тимьяна и чуть-чуть ее прижарим. После чего уберем, забросим лук, перец. Так. И когда это все дело маленько поджарится, тогда добавим только рис. Отлично. Все по фэншую. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, а вот до того, как в обиходе нашем, так сказать, не было ни тимьяна, ни розмарина, что добавляли? Ну, на самом деле специй очень много разных было, то что мы живем в Сибири. Через нас проходил часть шелкового пути, и если почитать книги сибирских купцов, имбирь, лимон и разные специи, как бы в качестве как куркумы и кориандра, они всегда у нас присутствовали. Итак, чуть-чуть прижарили тимьян, то есть у нас маслице такое ароматное стало. Предлагаю сейчас добавлять туда. А ты пробовал ризотто? Я? Да. Я его ел одно время, чуть ли не каждый день. Так, берем лопаточку, все это интенсивно перемешиваем. Шеф, один вопрос. Где лопатка? А вот она. Ты лопатку спрятал в кусты. Вот это моя любимая фишечка, да. Я вообще Добавляем чеснок. Так. Перец. И выкладываем рис. Да, ребят, пользуйтесь всегда. Перестарался. У меня такое бывает. Меня потом мама ругает. Потому что я уделаю всю кухню обычно. Вот И начинаем как ты сейчас. интенсивно перемешивать. А, прям интенсивно? Да, то есть аккуратно перемешивать, чтобы не подгорело. И добавляем немножко вина. Все, от края к центру. Ждем пока. Ну, что ты немножко... Ну, Да, здесь надо. нормально подошел. У меня тоже летит все. А ничего страшного. Надо же хоть иногда когда-нибудь создать шок-контент. А то мы все время аккуратно, да, аккуратно. Итак, всю эту историю мы сейчас дождемся, когда выпарит вино, и в 2-3 захода будем добавлять постепенно бульон. Бульон у нас сегодня будет куриный. Стой, шеф, подожди. Когда выпарит вино, Тимур надо сказать. Либо ты скажи, когда выпарится вино. У нас сегодня позитивное настроение. Да, вообще мега позитивно. Ждем, когда уйдет вино, после чего будем добавлять горячий бульон, именно горячий. То есть второй секрет, добавляйте именно горячую жидкость. Если добавить туда непосредственно холодный бульон, либо холодную воду, получится следующим образом. Масса остынет, крахмал, грубо говоря, не будет выделяться, то есть и, соответственно, получится такая, как тягучая, невкусная масса. Как бы. Нам надо, основная задача, чтобы он сохранился в самом зерне. Согласен с тобой. Вино что дает? Вино дает первый вкус, второй момент, он как раз не позволяет рису развалиться. А, вот оно что. А я раньше думал, что вино надо пить. Не, вино надо пить, как бы, а если ты купил сухое вино, и ты понимаешь, что, блин, оно настолько сухое, что только его в еду можно добавлять. Да, я смотрю, у тебя причем на бутылке еще стейк нарисован, скорее всего, из семги. Я так предполагаю, по крайней мере. Ну что, ребята, мы вот это все здесь сейчас дело завариваем, замешиваем. Я не буду повторять ошибки Дениса, я сделаю все аккуратно и красиво. Красота. Мне вот это, кстати, вот, Денис, на самом деле, с каждым разом я вот эти все подкидывания все лучше и лучше. Порой, знаешь, подкинешь, я его прямо смотрю, а вот он летит ко мне, оба сюда. Не, здесь как раз и речь идет, что подкидываешь, все отлично получается, но в определенный момент ты понимаешь, что ты становишься профессионалом в этом деле, забываешь, оно куда-нибудь улетает в сторону. Ничего страшного. Так, я тем временем порублю грибы. Грибы у нас сегодня будут вешенки и шампиньоны. А ты знаешь то, что когда добавляешь в том-ям вешенки,
ой, не вешенки, а эти, как шампиньоны, и делаешь с ними том-ям, то вкус у том-яма совсем другой, чем когда ты делаешь его с шитаками. Мне такой секрет один знакомый шеф-повар открыл. Кстати, если он будет смотреть, Серега, тебе привет от нас. Слушай, что-то уже, по-моему, шипит. Отлично, добавляем первый раз бульон. Так, давай. У нас еще с тобой 2 раза надо добавить. Я понял. Потому что тут уже рис начал местами прилипать к сковороде. Чуть-чуть можно убавить нагрев. Я вот, ребята, вам так скажу. Я, благодаря, опять же, Денису, перешел на вот эти вот профессиональные сковородки достаточно давно уже, я считаю. Очень они мне нравятся. Во-первых, их можно потом жестко шоркать щеткой, когда отмываешь. Во-вторых, удобно и в духовку поставить, никаких заморочек. Ну и вообще, как бы, ну, мне нравится. Можно бомбинтонами поиграть. Кто-то ими Ну, гвозди смотря забивает. сколько вина. Кто-то ими гвозди забивает, как бы. Кто-то использует их как лоток для запекания. На самом деле они очень универсальны и долгоиграющие, то есть долго находятся на кухне. Если у меня на кухне они больше года прослужили, это уже о чем-то говорит. Предлагаю добавить немножко соли. Давай. Ребят, соль на глаз сыпем. Кто-то любит посолоней, кто-то любит несоленое. Поэтому всегда в рецептах мы указываем соль по вкусу. Да, соль по вкусу. Сейчас Так. добавим еще раз бульон, добавим грибы. Все это дело начнем вымешивать и будем уже потихоньку давать до вкуса. Сейчас попробую рис. Он такой еще с хрустинкой, достаточно сильный как бы здесь, поэтому я рекомендую еще маленько его поварить. Ни в коем случае не надо закрывать крышкой. Ни в коем случае не надо заливать водой. Сразу многие думают, а почему вы постепенно добавляете? Я не сразу залил, пускай варится. Это неправильно, вот здесь как раз будет вывариваться весь крахмал. Нам это делать не надо. Так, но это мы говорим сейчас с тобой о ризотто. О ризотто. Мешаем? Мешаем. Да ладно, шеф, давай я помешаю, это самое. А то скажешь, Тимур тут на халяву стоит, говорит, шеф все готовит, а вроде как это самое, я тут хочу показать свое явное активное участие. А максимально, что я научился, только лук подкидывать, да, рис на сковороде. Не, на самом деле, я благодаря тебе, Денис, тебе огромное спасибо, ребята, это точно я вам скажу. Человек профессионал своего дела, и многим хитростям он меня научил. Я, конечно, не понимаю, зачем так много грибов, хотя он сейчас скажет, грибы, они состоят на 90% из воды, они ужарятся, усохнут, и ты их даже не заметишь. Давай, поливай. То есть ты прочитал мой сценарий, как бы, и Конечно. мои слова, как бы. Сценарий-то вот лежит. Я ж читаю, он его зря положил, он тут рядом со мной. Тут все написано, что надо делать и что будет происходить. Сейчас ждем, когда выпарится вода, после чего добавим немножко растительных сливок, Так. добавим сливочного масла, сыра, и у нас как раз затянем ризотто. Этого я не писал там. Слушай, да, этого не было написано. Где-то здесь, я чувствую, есть подвох. Что-то он мне, походу, не то написал. Ну, по крайней мере, про грибы я успел прочитать. Ну и все это самое, на том уже хорошо. Так, Немножко что это? грибной специи. То есть это химоза какая-то? Не химоза, это молотые сухие грибы. Это немножко сухого молока и соль. Сейчас как раз попробуем на соль. Что скажешь? Не скажу, отлично. Сейчас немножко подольем бульона. Выпариваем бульон. И как раз будет степень правильного альдента. Оно уже дойдет к нему. Это вкусно. Когда это будет еще вкуснее. Так. Добавляем сливочное масло размягченное добавляем. О. Здесь ни вкол замороженное, ни топленое. И добавляем часть сыра пармезан. Ну, в данном случае это не пармезан, это просто хороший жирный сыр, 45 градусов, 45% градусов, сказал бы. Градусов ты бухнуть, наверное, хочешь просто и все. Вот, скажи честно, вино, видишь, оно 45 градусов. Вино, запах уже опьянел. Аккуратно все это вымешиваем. Конечно, конечно, я постараюсь, как ты, не перевернуть здесь ничего. Так, что дальше происходит? А дальше что происходит? Мы за нашим разговором приготовили ризотто. Сейчас его попробуйте, и можно сервировать. Ладно, я буду вот так вот сегодня повыделываюсь. Да. Интересно, как раз рис чуть-чуть сыренькой, это альденте есть. Но основная задача его сейчас подать. Друзья мои, мне всегда было интересно смотреть, как шеф-повара и вообще повара, я многих их знаю, поверьте, выкладывают
приготовленное ими творчество на тарелку и делают красивую подачу. Почему? Это искусство. Подать вкусно. То есть приготовить это, да. Мне говорят, смотри туда, не сюда. Приготовить это одно, а подать вкусно, это, наверное, 50% успеха. Ну, да, потому что первоначально гости все смотрят визуально, потом обоняние, а потом только пробуют. Так, Если что-то пойдет не так, дело до дегустации может и не дойти. сыр 45 градусов. 45 градусов, да, фирменный сыр, который 45% жирности, именно он вполне и заменит наш сыр пармезан. Так, дальше что делаем, Денис? Ну, оторвем зелень. Так. По чуть-чуть, да? Да, по чуть-чуть. А вот об этом ты мне не говорил. И очень хорошо все это дело задекорировать вялеными томатами, причем самодельными. В следующем выпуске обязательно поделюсь, как правильно сделать самим вяленые томаты, потому что, я как понимаю, скоро они тоже могут пропасть в прилавку. Попасть в немилость. Слушай, ну, наверное, вот так, да, примерно? Вот Да, это по всё 3 штучки вполне хватит. С зеленью такая история будет, да? Вообще очень популярная тема стала с микрозеленью. Ну, Денис мне рассказывал эту историю, почему микрозелень стала настолько популярна. А потому что привыкли мы, друзья мои, жить без огорода и растить все у себя на подоконниках. Но ничего, будем привыкать картошечку садить. А Куча, ты любишь картошку садить? Я ненавижу. Ненавижу. У меня с детства воспоминания, я и картошку-то не ем. Я тоже, я макароны люблю. Верно. Так, ну что, у нас все готово? Будем пробовать. Ну что, мы хорошо потрудились. Да, теперь надо хорошо и поесть. Как бы основная задача, Да. как правильно есть Вот, ризотто. да. Здесь оно маленько подостыло, здесь не беда, можно его пробовать. А если вам подают, ну, как правило, этот комок горячей каши, можно обжечь все небо. Поэтому рекомендую сделать, что сначала взять, распределить ее по краям тарелки Если остыла, не остыла она. и с краю Так. начинать непосредственно пробовать наше блюдо. От края к центру, потому что края более холодные. Ну, логично. Да. Друзья, это вкусно. Это реально вкусно. Мяса, конечно, не хватает, но... В следующий раз сделаем с мясом, с креветками. Да? Что еще Класс. на рынке останется, то и... Все, договорились. Ну, мясо всегда будет на рынке. Так, еще по ложечке с томатом, да? С томатом тоже неплохо. Поэтому, друзья мои, спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Это реально вкусно. Приготовьте это у себя дома на кухне в обязательном порядке. Рецепт будет вот здесь вот под видео в описании. Всем добра и хорошего настроения. Всем пока!